Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Итак, на стриме я попробовал одну сборочку реализовать. Отчасти у меня ее получилось реализовать, но так как я вижу, здесь есть легендарная фигура Свен пятерочка, я думаю, что у меня в этой каточке вряд ли получится реализовать эту сборку, но мы попробуем ее реализовать. Кровью да потом мы попробуем ее реализовать. Потом, потому что мне нереально жарко, наступило уже, скажем так, лето, осталась там последняя неделька до этого лета. Фух. И я уже начинаю таять как мороженка. Но ладно, не в этом суть. Не в этом суть. Короче, сборка звучит следующим. Это новая китайская мет, на которой играют как китайцы, так и вьетнамцы в основном. Поэтому что правильно, мы сегодня ее попробуем реализовать. Если у меня все получится, я, соответственно, ее реализую. И, как вы, наверное, могли догадаться, эта мета звучит следующим образом. Это будут боги, керри Джаггернаут, морские, плюс 6 воинов. Ну, еще можно, конечно, сделать 4 духа сверху. Ну, короче, в этой каточке не получится 4 духа сделать, но можно, в принципе, сделать 4 духа и вместо 6 воинов. Ну, короче, суть в чем? Реликвии тут классные, конечно. Мне все реликвии нравятся. Вот больше всего мне нравится реликвия. Это хаотичный договор. Если у меня получится выйти на винстрик, то будет все прекрасно. Короче, мы будем играть следующим образом. Мне нужен керри Джаггер, 100%. Мне нужен Кунка, мне нужен Дум. Мне нужна селедка, чтобы, ну, просто чтобы она была, для того, чтобы баф морских сделать. И медуза. Жалко, здесь нет тайдухи, потому что был бы еще тайдуха, можно было бы еще тайдуху сюда впихнуть, и у меня была бы тонна контроля. То есть было бы все вообще прекрасно, все прелестно, все замечательно. Ну, я думаю, вы это и так прекрасно поняли. Много контроля, много станов, и, соответственно, все это время Джаггер начинает кружиться в белом танце, раскручивать всех подряд, и просто это, короче, миксер. Просто лютый миксер. И если мне еще повезет с предметами с первого раза, то это будет вообще просто пушка. Вот. Вот. Короче, новая китайская мета. Попробуем, посмотрим, получится классно, не получится, ну что ж, пойдем в next. Если не забуду, то в конце этого ролика я открою свою статистику, если, конечно, не сильно буду поглощен каточкой. Короче, открою свою статистику прошедших игр и покажу вам, с какого раза я записал вот этот вот контент. Короче, сразу хочу сказать, это моя уже 4-я каточка на богах, ну, короче, на вот этой вот новой китайской мете. Если, короче, даже если забуду, я, наверное, скрин вылеплю, сколько каток я потратил на то, чтобы попробовать записать данную каточку. Сразу говорю, предыдущие катки я удалил, там никаких эмоций нету, поэтому, как в фильмах с Джеки Чаном, концовочки, к сожалению, не будет. Хотя, на самом деле, можно было бы такую и проворачивать. Ну, просто они были максимально безэмоциональные, потому что, ну, там я топ-5, топ-4 откисал, топ-7 откисал с этим билдом, но во всех этих каточках была свинья на Свене. И, что вы понимали, там ребята на таком скилле были, что один чел даже на 7 уровне с помощью шлема Реса собрал его в 2 звезды. Как он это сделал? В душе ничего. Никакой мора не было, ничего не было. Ну, короче, они собирали ранних Свенов 2 звезды и просто рвали мне 5-ю точку по полной программе. Так сказать, входили с 2 ног во всю ширину моих зубов. Ну, короче, ребятки, я думаю, вы знаете, что я хочу сейчас сказать, поэтому немного рекламы моего телеграм-канала. Короче, давайте я не буду ходить вокруг да около, там я пишу, когда стримы, веду свой небольшой личный блог, никакого спама нет, плюс там есть чат комьюнити. Интересует? Я думаю, интересует. Поэтому в описании под роликом и в комментариях под роликом есть ссылочка на мой телеграм-канал. Поэтому ты сейчас берешь, переходишь, подписываешься, присоединяйся к нашему чату комьюнити, и все прекрасно, все замечательно. И я надеюсь, если этот ролик, соответственно, уже вышел или выйдет, то ты уже поставил свой лайк и комментарий от 3 слов, чтобы поддержать меня, сделать мне приятно. И, соответственно, ну, короче, просто меня поддержать, чтобы ролик тренда рекомендаций залетел. Вот. Я там пытался делать челленджи с помощью лайков и тому подобное. То есть как-нибудь вас агитировать, ставить побольше лайков и тому подобное. Но как-то это, короче, туго идет. Не знаю почему, но тайна оставится нераскрытой. Вот, к сожалению. К сожалению, ну ладно, ничего страшного. Ну, сложно. Ладно. Блин, верю ли я в панду или не верю я в панду? Вот в чем вопрос. И я думаю, я не особо верю в панду, поэтому мне, наверное, хочется ее просто и выкинуть отсюда. Раз, два, и в кювет. Ой, не знаю. Если Егида в 2 звезды придет, то будет прикольно.
Ранее гида в 2 звезды, это то, что доктор пописал, но я бы хотел еще, чтобы ко мне пришел Джаггер ранее в 2 звезды. Неплохо пока что приходит, пока что мне нравится такой вот старт. Ну, я, наверное, кстати, возьму 5 уровень. И поставлю воинов. Баф орков у меня есть, я поставлю уже немного богов, немного... Ой, я воинов сказал, да, до этого. Ну, короче, богов немножко я имел в виду поставлю сейчас. Вот, поставил немножко богов, чтобы намного чаще кастовались скиллы, если получится. То есть у меня будет не один раз там крутиться Джаггер, а два. Орк-кабанчик, соответственно, будет суммонить одного-двух кабанчиков. Ну, короче, двух-трех кабанчиков вместо одного. В общем, немного усилимся. Немного усилимся, и, в принципе, все. Кстати, есть же Мамора. В принципе, если нужная ранее фиолетовая фигура ко мне придет, тот же самый Дум, либо же Кунка, то я засуну в Мамору Дума, либо Кунку. Я думаю, это прикольно будет. Хотя не уверен. Может, не получится. Короче. Посмотрим. Поживем, увидим. Правильно? Правильно. Чел играет. Ух ты. Нормально. О, еще и баф жрицы стырил. Неплохо. Вау, какая внешка на луне. Обалдеть. Вся такая сияющая луна. Кайф. Мне нравится. Я так понимаю, там не только я один буду играть на Джиггернауте, да? Тут еще есть молодой человек. Ну, тут его, кстати, вынес. Аж интересно, каким образом его вынес. Кстати, обычно я бы Святую Грааль не брал. Но в моей ситуации, когда у меня будет очень плотный билд, Святую Грааль как-никак вписывается в это все. Все-таки 15 хп регена это неплохо. Это реально неплохо, особенно на ранних раундах, когда у тебя очень плотный билд. Да, против каких-то это охотников это не поможет. Ну, если ты, в принципе, 6 воинов сделаешь, то может даже и поможет. Ну, короче. Вау. О магаш. Это Кунка? Обалдеть. Не, ну это круто. Если мне, в принципе, Мамора сейчас придет, я в любом случае не буду жестко рассчитывать на этого Кунку, но если мне приходит сейчас ранняя Мамора, хотя если у меня сейчас будет винстрик, я лучше возьму хаотичный договор в пользу... Короче, я дам предпочтение хаотичному договору, нежели гнезду Маморы. Почему? Потому что мне нужен предмет третьего тира. И мне нужен предмет третьего тира, и я выиграю здесь раунд. Короче, мне нужен предмет третьего тира. Это посох третьего тира, драконий рог, бусы. Вот это вот все мне надо. В основном мне нужно два предмета. Это посох третьего тира и драконий рог. А с отхилом, я думаю, мы что-то порешаем. Блин, как хорошо идет. Два орка-шамана. Вот два орка-шамана это то, что доктор прописал. Это очень вкусно. У меня еще 10 монет, 5 винстрик. Не, я очень хочу, чтобы мне сейчас пришел хаотичный договор. С хаотичным договором у меня останется такой же инкам. И я еще и шмотку в конце получу. Вообще прекрасно. Там Пауль, конечно, такой, ну, упитанный молодой человек, двух омников имеет. Ну да, кстати, если реально сделать Кунку 3 звезд, то там будет корабль на 3,5 секунды станет. Ровно чуть-чуть больше половины КД уменьшится. Ну, по сути, там окно будет где-то в секунду от станов. А окно в секунду, это, ну, сами понимаете, это хрень. Кстати, боже, я как мороженое катаю, отвечаю. У меня такое ощущение, что по лбу уже пот течет. Так жарко, нереально. А ну-ка, ребят, напишите в комментариях, какая у вас температура сейчас в вашем городе. У меня где-то, ну, наверное, 30-очка плюс. Не, это, конечно, я много говорю, но 20 плюс уже есть. Стабильно. Каждый день. Плюс еще комп нагревает. Ну, короче, у меня тут целая коптильня. Коптильня моих... Ну, ладно, не буду говорить об этом. Ну, я думаю, сами прекрасно поняли, что я имею в виду. Вот. На самом деле, если Лина в 2 звезды придет, то тоже будет прикольно. Я поставлю Лину в 2 звезды вместо орка-охотника. Закинув Джаггера сейчас, если что, Святую Грааль. Короче, я вот таким вот образом сейчас сделал расстановку, чтобы мой Джаггернаут немного чаще прокрутился, а Кунка больше впитал. Ну, там уже есть скилловички, там уже и снайперы 2 звезды у молодого, и Манки Кинг там есть у молодого. Сильно! Но охотники будут рвать мне 5-ю точку, будь здоров. Там даже, ну, гадалки не ходи, рвать будет только так. Только в путь. Только скажи, уже разорвано. Я, на самом деле, если я у этого Пауля заберу винстрик, это просто будет дар божественный. Божественный дар. Просто снисхождение ко мне. Ну, блин, ну 9 секунд КД на 60%, это примерно 6, ну, 5,5 секунд будет резаться, правильно? Ну да, там, короче, вечный корабль будет. Вот
1030 монет у меня. Боже, у меня идеально. У меня пока... Фу-фу-фу. У меня пока что все идеально. 6 винстрик, 100 хп, 30 монет, более-менее сильный стол, ранний кунка. Да и вообще мажорвань. Мне бы еще, конечно, усиление в виде Джаггернаута в 2 звезды. Селедочки в 2 звезды. Кунки бы в 2 звезды. И все, это было бы вообще шикарно. Пока что это все многообещающе выглядит. Так, Паули. Это, конечно, сейчас так себе смотреть. Ребят, держим за мне кулачки. Я смогу. Я смогу. Я все смогу, я все сумею. Я его вынес. Давай сюда мои денежки. Денежки сюда. Так, 41 монетка. Отлично. Пока что все отлично, все прекрасно. Я поставлю даже баф людей. Да, я буду сейчас проигрывать раунды, все такое, но у меня есть хаотичный договор, поэтому не плевать. Я лучше сейчас максимально сосредоточусь на том, что мне нужно брать уровень. Для воплощения моей идеи мне нужен ранний 8 уровень. Почему ранний 8? Потому что на 8 уровне мне нужно будет кровь из носа брать... искать Джаггернаута. Мне Джаггернаут нужен в 3 звезды довольно-таки рано. Если рано Джаггернаут ко мне не придет, то будут мои бубенчики висеть на дверцах. Кстати, меня тут вынесли, потому что что? Потому что Дум прилетел в моего мейн-керри. Вот так вот. Ну ладно. Ладно. Не суть-то важно. Все пока что хорошо. Но минус 13 он меня так вписал нормально. Так, отлично. Вот морская волшебница есть по усилению. Интересно, получится реализовать у меня мой план или нет. Сразу говорю, на этой новой китайской мете у меня довольно-таки мало опыта, и я даже, ну, короче, за то количество попыток, сколько я сделал, я еще как бы не нашел правильный подход, как лучше перестраиваться в данный билд. Поэтому, если что, то уж простите меня. Боже, какой там у чувака на рандоме стол? Все в двойках. Да, девочки. Ладно, что ж. Надеюсь, хотя бы хаотичный договор меня не подведет и даст мне какой-то предмет 3-го тира нужный. Надеюсь, посох 3-го тира будет. Ранний посох 3-го тира это то, что мне прям надо. Так, баф людей, хорошо. Вместо Лины поставлю, хоть мне хотелось бы Лину оставить, но... Короче, вот так вот делаю. И идем потихоньку в уровень. Нужен 8, напомню, нужен 8 уровень. Без 8 уровня мы будем нюхать бебру. Там котел уже у Пауля. Ладно, пока что все не так плохо. Хотя на самом деле за несколько раундов потерял уже 21 здоровье, обалдеть. Но это все потому, что у меня тупо нет усиления. Ну вот, кстати, это будет максимально, скажем так, показательно, насколько этот билд хорош. Когда тебе вообще не идет он. Вот это будет максимально показательно, серьезно. Кстати, я совершенно забыл вас предупредить, ребята. В этот четверг и в эту субботу будут стримы в 6 часов вечера по киевскому времени. Потому что правильно, запасаемся вкусняшками. Приходим все на мой стримчик. Потому что я вас всех жду. Обнял, приподнял. Все, ребят, жду. Жду всех на своем стриме. Прогулов не одобряю. Вот так вот. Вот так вот. В самом деле. Ну, для меня это сегодняшний стрим, для вас это вчерашний стрим. Кто его, кстати, не видел, то во вкладке трансляции запись моего вчерашнего стрима, ну, для меня сегодня, короче, вы поняли. Запись всех моих стримов есть во вкладке трансляция, поэтому кто его пропустил, тот стрим, то можете пойти посмотреть его, потому что там каточки были очень добротные. Ну, блин, на самом деле, реально, если кунку собрать в 3 звезды под фулл богами, это будет жестко. Это будет столько контроля. А прикиньте, здесь у меня еще был бы тайт в 2 звезды с Аганимом. Да там они бы просто были в вечном контроле. Правда, это все очень легко бы контрилось с гритерами.
Но это уже как бы другой такой разговор. Так, ману плюс 50 беру, естественно. Мана плюс 50 это имба. Мана плюс 50 это имба. Я на самом деле искал перчатку первого тира. Мне была необходима перчатка первого тира. О, там два орка жреца уже у молодого. Понял, принял. Я искал перчатку первого тира, потому что у моего врага есть суммоны. А это для меня как бы ничем хорошим не предвещает. Что-то ты какой-то жесткий маг. С котлом уже. Сильно. Сильно, больно, не прикольно. А что-то там, где-то должна быть жрица света, вы ее видите? Потому что я как-то ее что-то в глаза не вижу. А где моя жрица света? А когда моя жрица света появится? Кстати, о птичках. Я же могу сейчас уже 6 воинов поставить, правильно? Правильно. Нужна ли мне собака? Не нужна, поэтому мы ставим уже немного баф морских. И с этого раунда я начинаю что? Правильно, ребята, вы поняли, ролиться, потому что мне нужно найти джаггеров 3 звезды. У меня уже 63 хп. И если все звезды на небе сойдутся, то будет все хорошо. Если звезды на небе не сойдутся, то будет все очень плохо. Итак, 17-й раунд. Вот такой вот у меня стол. Как мы видим, что у меня все реально абсолютно дерьмово идет. Ну, как бы, как ни крути, реально все дерьмово идет. Типа, вы сами все видите. Весь стол в единицах. Единственное, кто у меня есть, это морская волшебница в 2 звезды. О, о! Хорошо. Ладно, короче, играем на мужика. Иди в баню, антимаг. Мы играем на мужика. Играем на мужика. Никаких антимагов, никакой имбы. Просто добротно идем на вот таком билде, как у меня сейчас. Все, у меня, по сути, весь стол, который я хочу. Единственное, что мне нужно будет 9, чтобы поставить еще и медузу сверху. В чем суть такого билда? Во-первых, у вас есть баф воинов. Вы защищены, по сути, от охотников. Вы защищены от... Короче, вы защищены просто от физического урона. Это первый момент. Второй момент. Вы под 4 богами. У вас много контроля благодаря тому, что у вас есть кунка, дум, есть селедка и есть медуза. То есть у них минимальное КД на свои способности, там окаменения, станчики и тому подобное. И есть джаггер с магическим уроном, который будет крутить, вертеть на своем пропеллере только в путь. Поэтому в этом есть определенно огромнейший плюс. Так, хорошо. Пока что усиление более-менее добротное. Фу, нормалек. Пока что нормалек. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока что все нормалек. В принципе, мне нужна мастерская бума. Если на 20-м раунде упадет не мастерская бума, то будет окей. Но на самом деле, если придет гнездо Мамора, я от него отказываться не буду, потому что я засуну в гнездо Мамора кунку. Ну вот, кстати, один огромный минус. Вот прям самый огромнейший минус. Это то, что вам, во-первых, ничего не будет идти. Вам не будет идти как предметов нужных. То есть, если вам, не дай бог, не придет посох 3-го тира, рано не придет драконий рог, чтобы у вас инкастовая крутилка была. То есть, вот такие вот важные предметы, если они не придут, то считайте, вы покойник. Вот, серьезно. Вы покойник, вас будут разрывать все и вся, никто вам даже шанса не оставит. И это люто. Это люто, потому что, ну я думаю, вы сами просто понимаете, что это будет жестко. Это не то, что будет жестко, это будет избиение младенца. Поэтому да. Ну еще, кстати, есть... Ничего себе. Ничего себе, мне селедка идет. Вроде... Но у меня тогда будет 3 секунды на его способность. Это будет лютое замедление. Ну вот, кстати, перейдем к самому главному минусу. Это то, что если соберутся ведьмаки, то весь билд пойдет по одному месту. Даже духи не помогут против этого билда. Там Chaos Knight собрали в 3 звезды, обалдеть. Неплохо. Chaos Knight 3 звезды, это что-то новенькое. Что-что, но Chaos Knight я не ожидал 3 звезды найти здесь. Обалдеть. Короче. Свен в этой катке, если соберется, я надеюсь, конечно, не соберется.
Но если соберется, то весь мой билд пойдет прахом. Все мои воины, они будут нерабочими. Единственное, что меня спасет от этого Свена, это щит 5-го тира. Это единственное, что меня спасет. Все это мне не надо. О, Кунка пришел. Ладно. Яичко. Не, я Джаггера не... Не, я засуну Кунку. Да, надо засовывать Кунку. Надо засовывать Кунку. Даже яичко получил, хорошо. Все это хрень. Понятно. Вот эти два бесполезных предмета рольну. Есть. Ну, со второго раза я себе нашел нужный предмет. Но скажу так. Такого бы шанса у меня не было, если бы мне не упал посох, ну, не упал бы предмет 3-го тира с этой реликвии, который я брал хаотичного договора, и это было бы жестко. Мне сейчас повезло, со второго раза пришел мне нужный предмет. Это окей. Это окей, это хорошо, это прекрасно. Теперь будет самое сложное. Никакой регенерации маны у меня нету. Никакого хп регена у меня нету. А если бы мне фартануло с первого раза и пришло то, что мне надо, то есть посох 3-го тира с первого раза, потом со второго раза пришел бы драконий рог, я бы так сильно не парился. Тогда бы у меня была мана реген, тогда бы у меня была вечная крутилка, все такое, короче, было бы все хорошо. А теперь мне нужно ждать будет сейчас 25-й раунд для того, чтобы найти себе драконий рог, либо же бусы. Один из этих предметов мне кровь износа необходим. Не будет одного из этих предметов, то... будет шляпа шляпная. Болтов на 28 напихают мне по полной программе. Если не будет этого у меня предмета. Ну ладно. Короче, если что, я Кунку еще, кстати, гнезду Маморы поставил поближе. Ну, чтобы они там перетерлись друг другом. И чтобы у меня Кунка как можно быстрее апнулся в 3 звезды. Вот. 2 из 9. Хорошо. Так. Терка у них работает нормалек. Терка работает нормалек. Все четко. Но это будет прикольно. 600 урона кораблик наносит. 3,5 стана. Ну и примерно там 4 секунды когда будет. Приблизительно. Хотя нет, 50% это 4,5 секунды. Ну да, там 4 секунды. Короче, окно там будет где-то секунда максимум. Это круто. Еще там область кораблика огромная. Это будет такой кораблепад. Там Кунка бы завидовал такому кораблепаду. Так, отлично, я здесь раунд еще затащил. Ну, тут жесткий такой стол. Kill Snipe 3 звезды. Это жестко необычно, то что там чел играет на фулл рыцарях. Но у него денег нет, ничего нет, поэтому потенциала у него как бы тоже нет. Вот так вот тут. Не знаю, получится ли у меня в этой катке то, что я хочу, или не получится. Надеюсь, что, конечно, получится. Ну, вроде бы как бы у этого билда потенциал большой. Но по факту накидать по щам не могут. Надо Джаггер. Срочно нужен Джаггер. Я не могу идти в уровень больше, потому что у меня на Джаггера будет 25% шанс. Ну, на фигуры зеленого тира. Чтоб ты долго жил. Рубик в 3 звезды мне на самом деле хорошо бы зашел. Рубик в 3 звезды мне хорошо бы зашел. Ладно, пусть будет. Так, 2 из 9 Мамора. Это мне уже не нравится. Это мне вообще не нравится. На самом деле, божья благодать о том, что у чуваков нет антимага. На самом деле этот билд настолько ужасен, в плане того, что если будет у кого-то керри антимаг, то забейте. Этот билд максимально нерабочий будет. Даже вам не поможет 4 морских сверху. Даже шар бездны вам не поможет сверху. Потому что вы будете для антимага лютым фармом. Серьезно? А можно мне в обычной игре так будет идти? Кто-то... Блин, мне надо 2 Джаггера.
Яйцо. Один Джаггер, один Джаггер. Апнул. Боже, все то, что я апнул, я сейчас просто так вот. Есть! Все деньги потратил на то, чтобы сделать себе сейчас Джаггернаута 3 звезды. Я не просто так это делал, потому что мне нужно уже усилить свой стол, мне нужно брать людей на темпе. Мне нужно на темпе брать и уничтожать их. А еще, кстати, у меня селедка почти 3 звезды. Все, можно теперь спокойно выдохнуть. Мне нужно выйти сейчас обратно в свои деньги, которые у меня были. И я молюсь всем богам на свете, чтобы сейчас на 25-м раунде мне упал драконий рог, либо же бусы. Давайте, ребят, держим за меня кулачки. У меня получится, у меня... Ятрить колотить. Ты нашел уже себе там Свена. Серьезно? Со спектрой. Я ж надеюсь, на 8-м уровне не выкатит мне Свена в 3 звезды. Надеюсь, нет. Мне не очень бы хотелось воевать против Свена в 2 звезды. Тогда даже на самом деле Свен в 1 звезду, это уже проблема. Свен в 1 звезду может мне просто оторвать табло. Пока что там у него Свен 1 звезды. Мне пойдет. Если я успею, я смогу его на темпе спокойно просто выпилить. Просто на темпе. У него там уже предметы жесткие. У него там шарбезная и все такое. Это для меня печально. У меня дамага будет минимум. Если, не дай бог, он еще и 4 морских сверху поставит, то это тупо забей. Есть бусы, хорошо. Так, иди в баню отсюда. Фу. Это, ну. Там... Ну все. Понимаете, я и бессмертие не хотел скипать. Но... Короче, я не хотел бессмертие скипать по той лишь причине, потому что там есть Свен. Он его так рано собрал 2 звезды. Это просто капец. Смотри, сейчас у меня стычки попадают, и я умираю. Какая, мать его, разница, что у меня есть Радик? Какая разница, что я тут потею, пыжусь, тыжусь, блин. У меня есть Радик, который дает мне 50% уклонения, по сути. Ладно, ок. Ладно, ок. Что мы будем против него делать? Ну, на самом деле, уже не знаю, что против него делать буду. Вообще не знаю. Этого мага я спокойно раскатаю. Мага я вообще не боюсь. Ни грамма. А вот Свена я боюсь. У меня, честно, мне даже мысли нет в голове, как мы это можем сделать. 4 духа мне не помогут здесь. Фулгорна здесь нету. Фулгорн мог помочь. Тупо задержать его, пока мой Джаггер раскручивал. Есть еще вероятность, что если я соберу себе кунгу... Я дурак. Боже, я такой дурак. А медальон-то первого тира кто скипнул? Как вы думаете? Какой гений скипнул медальон первого тира? Я? Откуда у меня кунга 2 звезды? О, не, ну это вкусно.
Это очень вкусно. У меня Рубик стырил способность Чена. Это очень и очень вкусно. Но я, короче, дурак. А медальон-то первый тир я скипнул. Вся моя боевая мощь сейчас находится в руках моего противника. Ну, вон там молодой чел уже на винстрике идет. Короче, ладно, окей. Если зайду в топ-3, то все будет окей. Не стыдно будет проиграть вот такому вот типочку. Вообще не стыдно. И за 8 раундов у меня кунка был 4 из 9. Поэтому я кунку сейчас вот так вот вытащил. У меня еще будет шанс его апнуть, потому что там есть реликвия на яйца. И эту реликвию на яйца, если я выбью, я, соответственно... Ах ты, бог ты мой. Там еще и... Ладно, окей. Хусик 2 звезды. Если мой дум накинется на Хусика, то будет все шикарно. Я его просто разорву. Но если не накинется, то буду принимать как должное. Как должное свое откисание. А вот, кстати, опять ты пришел ко мне 2 раунда подряд. Ну, не 2 раунда подряд, но... Кто понял, что произошло? А я вот понял сразу, что произошло. А знаете, что произошло? Его террорблейд, на секундочку, его террорблейд свапнул хп с его Свеном. Его хп, у его Свена осталось минимум хп. Я рад ТБшке. ТБшка молодец. ТБшка красава. Просто 10 из 10 ТБ. Знаете, что я сейчас понял? Что не дай бог Рубик у меня стырит способность ТБ. Не дай бог. А можно было, чтобы не упал этот медальончик? Можно? Нет, нельзя? Я так и знал. Ох. Что там у мага? У мага посоха 3-го тира нету, так что он не опасен. Но на всякий случай я, наверное, возьму все-таки плащ-пальто, чтобы меня защитить, потому что у меня 4 морских еще нету. И это плащ-пальто меня может защитить. Ну что ж. Так, ну это 6 рыцарей. Мне на 6 рыцарей плевать. Я там, кстати, этому магу попался. Вот сейчас я посмотрю, выиграю его или нет. Выиграл. Так, мага я спокойно выигрываю, так что на мага можно вообще даже не обращать внимания. Рыцарь тоже спокойно откисает, так что все прекрасно. Надо... Как же контрить мне этого... Честно, догадок даже нету, как контрить. Вообще нет догадок. Только щит 5-го тира. Ну и все. Да, только щитом 5-го тира смогу законтрить. Только щитом 5-го тира. Самое забавное то, что мне перед тем, как контрить этого Свена, мне нужно понять, как контрить орка жреца. А единственное, что мне может спасти, это кто-то вылетит, и мне прилетит, соответственно, медальон 1-го тира. Либо же мне сейчас он упадет с мобов. Но, зная свою удачу, сейчас с мобов единственное, что мне упадет, это болт на 28. Проверяйте. Смотрите, ребят. Ванга Александр, Таролох Александр в действии. Я же говорил. Глупо было рассчитывать на то, что мне упадет медальон 1-го тира. Глупо. О май гаш. Я не знаю, что брать. А ничего я не буду брать. Вот такое мое решение. Если я увижу, что мы доживаем до 35-го раунда, то я, соответственно, активирую рейд ночных зверей. Если же мы до 35-го раунда не будем доживать, кстати, то рейд ночных зверей активировать не буду. Что мне вот конкретно надо? Тут, кстати, чел такой. Жесткий, но без посоха 3-го тира. Единственное, что он жесткий, это ничего. Я, кстати, поставлю лучше морских. Ну, чтобы быть максимально уверенным в том, что я его снесу. Короче,
Короче. Из предметов третьего тира, что мне необходимо? Необходимо, чтобы мне пришел. Обезоружь. А из пятого тира мне необходимо, чтобы у меня был щит пятого тира. Ну тоже, блин, у меня придет щит пятого тира. Не факт, что он будет работать. Там чел еще 4 морских поставил, прикиньте. Ай-яй-яй. У меня сейчас урона будет громулька против него. У него шар бездны. Плюс у него есть Свен, который меня стычки шотает. Все печально. Ребята, мы в дерьме. Черт. Так, кунка, хорошо. Медальон. Я никогда в жизни так не радовался медальону. Просто... О, отлично. Так, селедочка в 2 звезды. Хорошо. Я никогда в жизни так не радовался медальону, как сейчас. Бога жреца я могу вообще не опасаться. Бога жреца я сотру в порошок. Сейчас бог жрец будет молить меня о пощаде, чтобы я его не сильно приголубил. Так, заблокируем. Я медузу хочу 2 звезды взять. Ну, вроде бы как, мы будем доживать сейчас до мобов на 35-м раунде. Радик я сейчас использую как накопление маны плюс мясы. Смотрите, тычка, я умираю. Чекайте. Бэм! Боже, тупо 0 урона. У него еще бессмертие, серьезно? Охренеть. Ну, полных орков ставить, ну, может не дать мне такого результата, которого я хочу. Он меня в любом случае убивает с одного удара. А количество хп мне не особо поможет. Но у меня там будет на 1000 хп больше. Я не верю в то, что мне это поможет. Вообще не верю. Хекс может помочь, кстати. То есть, мне нужен щит 5-го тира, и мне нужен хекс. Но у чела там идеальные шмотки против всех, по сути. У нее есть бессмертие, у нее есть шарбезна. Все. Ну, ладно, мага я тут переживаю. Он вообще не дамажит, этот маг. Посоха 3-го тира у него нету. Ну и дамага, естественно, у него тоже нету. Хотя у него котел в 3 звезды, на секундочку. Прикольчик. Но мне плевать. Но в Next я его не отправил. Ладно, на 35-й раунд мы доживаем. Поэтому я беру рейд ночных зверей. Так, мне Думчик пришел, 2 звезды, это хорошо. Кунка. Давай еще одного кунку, я его соберу в 3 звезды. Может, кунка в 3 звезды, кстати, и поможет мне, потому что я этого типа тупо из контроля не выпущу. Но у него бессмертие. Думаю, бог-жрец сейчас сдохнет. На самом деле, бог-жрец там почему-то вообще ничего не ролит. Очень странно. Ему нужен некромикон. Но, наверное, типа из-за того, что... Не, выхода нет. Там Свен с медальоном. Хе. А у меня Джаггер-то с медальоном, и ты ничего не можешь не сделать. Ха-ха. А еще у меня есть Думчик, который... Ой-ой-ой. Все, пока-пока. Пока-пока, сладенький. Там сейчас и Пауль, кстати, вылететь должен. Надо ждать следующий раунд. О, барабанчики. По сути, эти все предметы, которые мне сейчас упали, они бесполезны, я их могу рольнуть. Да, щит 5-го тира, отлично. Но знаете, в чем прикол? Мне этого может не хватить сейчас. Сейчас самое главное, чтобы не упали нужные предметы. А еще кунка в 3 звезды, чтобы пришел. Придет кунка в 3 звезды, будет все отлично. Но в самом деле, давайте объективно будем честными. У него очень жесткие предметы.
Он, конечно, там морских разобрал, но у него есть бессмертие. Даже если щит 5-го тира отразит урон, то надо, чтобы он отразил несколько раз этот урон. Может быть, магов поставить? Хотя толку от магов. Ну, духи точно... Короче, Горн не поможет. 100% Горн не поможет. Так, после 3-го тира упал. Окей. Взгляд Азеса хорошо. Все это дичь. Понял, принял. Спасибо за супер-омега бесполезный предмет, который мне упал. Это все хрень. Хм. Ну... Видели его предметы? Да! Давай еще пару раз так. Пожалуйста, Кунка, приди. Тварь на Кунке. Я тебя кормил, я тебя воспитал, а ты вот так вот ко мне... Мне надо, наверное, маска 5-го тира, и я тогда смогу его вытащить. Хотя, на самом деле, я бы 100% был уверен, что я его вытащу, если бы не пришло бессмертие. И я, наверное, все-таки доспех Экзорцизма возьму себе. У Джаггера. Пусть будет. Это очень жестко. Сейчас, кстати, надо с Джаггером не провтыкать моментик, потому что я думаю, он будет сейчас антимага подставлять под моего Джаггера. Не поставил, окей. Я думал, будет ставить. Нет, живи! Там ТБ просто идеальный. Я обожаю это вот. Что-то я, походу, рано радуюсь. Там ТБ идеальный. Он 2 раза свапнул хп со Свеном, и 2-й раз из-за этого ТБшка умирает. Точнее, Свен умирает. Я не знаю. Там еще и Леон у меня куча дамага внес, несмотря на то, что у меня есть морские. Вообще плевать ему было. 60% урона поглощения. Да плевать. Так, надо еще сейчас последить за антимагом. Я что-то более чем уверен, что он будет антимага менять. Ты думал, меня переиграешь? А не тут-то было, молодой. Лакерный ты чел. Ну да... Какая ты тварь на Рубике, чтоб ты долго жил. Я тупо потерял 1 000 000 хп из-за этого мува от Рубика. Рубик стырил способность только что Террор Блейда и просто меня перевоплотил. На последних хп. Боже, я так надеялся на вражеского. Истерический уже смех. Это уже истерический смех. Да иди ты в баню со своим антимагом, дорогой. Я не попадусь на эту уловку, но... Давай, давай, давай. Ну еще бы разок отразить. Еще бы разок. И был бы 40-й раунд, я бы там смог хоть что-то найти из предметов 5-го тира. Охренеть у него предметы.
3 предмета у него 5 тира. Стоит ли мне что-то комментировать? Я думаю, нет. Я думаю, вы все прекрасно увидели сами. Вы увидели плюсы этого билда, минус этого билда. Но, в принципе, давайте я скажу от себя. Это уже не первый раз, когда меня вот так вот Свен тупо опрокидывает. И эта катка еще более-менее удачная у меня, нежели которые у меня были. И скажу так. Это неплохой билд. Это легкий, простой билд, довольно-таки интересный, как бы в реализации и тому подобное, но любой вот такой вот жесткий билд тебя просто будет разваливать. Я уже молчу о том, что если у противника будет антимаг, и не дай бог этот антимаг будет с мантией короля, с посохом 3-го тира и все такое, то там тупо будет взрыв. Взрыв твоей 5-й точки. Он будет ее взрывать только так. Это будет такая формешка, что просто диву даешься. Будет у тебя там шар бездны, будет у тебя морские, хоть 6 морских. Антимагу этому будет максимально плевать на тебя. Он тебя просто будет взрывать. Это прикольный билд. Интересный билд. Возможно, просто его можно сейчас юзать из-за того, что это самый такой простой билд, легкий. Он не требует особого скилла, просто самое главное понимание, которые предметы тебе нужны. А предметы на самом деле простые. Посох 3-го тира, желательно, конечно, драконий рог, если у тебя никакого нету, никакого мана регена нету. Если у врага есть контроль, то, соответственно, тебе либо мифриловый доспех нужен, либо БКБ, чтобы тупо не стоять в контроле и не терять время. А драконий рог, он тебе даст просто 100 маны со старта, и ты сразу начнешь крутиться. Морские, соответственно, дадут тебе 60% поглощения от урона от способностей, но не защитят тебя от того же дума вражеского. И тот же вражеский дум, он может накинуться на твоего джаггера, и все. То есть приоритетные предметы. Посох 3-го тира 100% необходим, Джаггернаут 100% необходим, Кунка, Дум необходимы для того, чтобы было бы много контроля. Если был бы здесь, соответственно, тай, то лучше всего тай-духу ставить вместо селедки. Селедка это прикольно, но селедка это useless. Да, она там замедляет скорость атаки очень сильно, но это useless герой. То есть не надо в приоритет его собирать. Я его чисто так показательно собрал, потому что он шел. Ну, в общем, да. Ну, и вот такой вот Свен, если будет приходить, то забудьте. Финита ля комедия вам. Вам нужно обязательно, чтобы предметы пришли очень хорошо и желательно с первого раза. Если предметы пришли очень плохо и не с первого раза, то последний гвоздь в крышку гроба забьется налегке. В общем, прикольный, просто интересный билд. Не скажу, что это имба. Очень легко контрить данный билд. Но если противнику, соответственно, будет очень хорошо легко идти, то, соответственно, почему бы ему не выиграть эту катку, если ему будет все просто налегке идти. У меня просто встречался вот такой вот противник, он себе Джаггернаута в 3 звезды на 15 раунде сделал, в 50 плюс монет, при этом он все время еще и в уровень шел. То есть у него там был, по-моему, 7 уровень на 15 раунде. У него было вообще все там замечательно. Но суть в том, что ему из первого раза повыпадало все, что надо. Ему упал и посох 3-го тира с мастерской бумы, там он взял, рольнул. Ему и на 25-м раунде драконий рог упал. Короче, там все фул ажур был. И просто к 30-му раунду каточка уже закончилась. Короче, вот, ребят. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте меня поддержать своими лайками. Комментарий от 3 слов, если тебе нечего даже сказать по поводу этой катки. Также, если ты не подписан на меня, обязательно подписывайся. И не забывай, у моего канала есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у тебя появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.